Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, есть ответы на вопросы, есть инструменты для улучшения жизни, ну а также есть все инструменты, практики, настрои, ритуалы, медитации для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. И, как всегда, помните, ваша жизнь – это продукт ваших мыслей, эмоций и действий. Даже если вам хочется скинуть вину на кого-то, легче от этого не станет. Ведь тот, на кого вы скинете вину, вы на этого человека, скорее всего, раздражаетесь или обижаетесь. А вот обида, она всегда на вас очень тяжелым грузом. Хотите изменить свою жизнь, измените свое отношение к себе прежде всего и, конечно же, к миру, к окружающим, к своей жизни. Сегодня, как и каждую неделю, основное, самое важное в ближайшую неделю сейчас это стихия вода, знаки зодиака раки, скорпионы и рыбы. Не забывайте про акцендент. Акцендент влияет на ваше состояние, соответственно, он влияет на ваше настроение, на ваши мысли и так далее. Дальше идет причинно-следственная цепочка. Поэтому для того, чтобы получить полную картину и, соответственно, все советы, которые помогут обойти подводные камни, чтобы были не проблемы, а задачи, смотреть надо и ваш знак зодиака, и знак зодиака вашего акцендента. Ну, а также в конце видео 3 карты на исполнение желаний и дополнительные советы. Очень часто оракул подтверждает то, что мы видим в карте, и, соответственно, дает дополнительно совет, усиляет, можно сказать. Ну что, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка меняет жизнь, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная. Ну что, улыбнулись? Готовы? Ну, посмотрим. Начинаем с рака. Давайте посмотрим. Очень интересная неделя. Смотрите, идут перемены. Эти перемены, скорее всего, уже начались. Может, вы чувствуете, что что-то не совсем так, как вы привыкли. А может быть, еще и не чувствуете. Но точно могу сказать, что идут перемены. И даже если в ближайшую неделю что-то будет не получаться, помните, это хорошо. Знаете, вот есть выражение, я иногда, делая расклады, вам говорю, получится хорошо, не получится еще лучше, значит, будет что-то лучшее. Так вот, это как раз та история. Это история, когда через неполучание чего-то, через какие-то, вам будет казаться провалы. Нет, я знаю, я понимаю, когда что-то не получается, когда не так все, как вы себе запланировали, вы считаете это провалом. А нет, в этом случае поблагодарите за то, что не получилось, и займитесь чем-то другим. Смените ваш фокус внимания именно с вот этого, как называемого, как вы будете говорить, провала. Это не провал, это вам Вселенная, высшие силы, Господь показывают, что есть что-то лучшее, и в самое ближайшее время, может быть, не в ближайшую неделю, а неделя все-таки не такой большой срок, вы увидите, что действительно вас ожидало что-то лучшее. И это касается как работы, карьеры, бизнеса, так и отношений,
И насчет здоровья. Такое ощущение, что некоторые из вас будут расстраиваться тем, что не идет какое-то улучшение, которого вы ждали. Ни в коем случае не расстраивайтесь. Просто стремитесь к выздоровлению. И даже если не в ближайшую неделю, то в грядущую, через неделю вы увидите, во-первых, за неделю произойдут изменения и будет улучшение, может быть, не настолько, насколько вы ожидали, но не отчаиваться. Самое главное вот в тех ситуациях, которые будут у вас в ближайшую неделю, ничего не считать провалом, за все благодарить и отпускать. Вот все, что не получилось, все, что ушло, благодарите и отпускайте. Я знаю, как это бывает нелегко. И с какой стати я слышу многих из вас, у кого энергетика посильнее, я вас слышу. Так вот, тут идет что-то лучше, тут идет своего рода возрождение, поднятие, расцвет. И иногда для того, чтобы пришел этот расцвет, что-то должно уйти. Поэтому отпускайте, благодарите и вперед. Смотрим дальше. Скорпионы. У вас идут очень резкие и быстрые перемены. Все будет двигаться быстрее, чем вы бы этого хотели. Вы хотели бы, чтобы все было более плавно, а будет все довольно-таки резко, и вам надо будет успевать за этим. Это может касаться работы, карьеры, бизнеса и отношений тоже. Для здоровья, вот тут могу сказать, не спешите с выводами. Перемены в вашем здоровье, если таковые произошли, вот тут наоборот. Тут я бы сказала, остановитесь, успокойтесь, ни в коем случае не паникуйте. Да, может быть, надо будет визит к врачу совершить позже, как я сказала, простите. Вот, но без паники, без никаких, да и просто, я же говорю, очень быстро что-то произойдет резко, и, соответственно, я понимаю, что некоторые люди бывают и пугаются, паникуют. Нечего пугаться, нечего паниковать. Все излечимо, все можно изменить. А в остальном будьте готовы, что да, надо будет за ситуациями бежать, потому что все будет происходить не плавно, как вы бы хотели, а резко. Вот такая идет неделя, я говорю, вот такое ощущение, знаете, когда быстро-быстро листаются страницы книги. Вот передо мной вот это я и вижу, что очень быстро будут проходить события, и вам придется за ними успевать. Рыбки. Ну, а вы, мои дорогие, будете плавать в своей стихии. Особенно это актуально для девочек. Будете спокойны, будете открыты, будете уверены в себе. Вот ваша уверенность в себе, ваша чувственность, и это, опять же, использовать вашу уверенность и чувственность можно в любой сфере жизни, как в работе, карьере, бизнесе, в отношениях, ну и, конечно, для здоровья. Ведь когда вы в мире сами с собой, вы тогда в мире со Вселенной, соответственно, привлекаете к себе те энергии, которые вы излучаете, и вы абсолютно здоровы. Кстати, это и для мальчиков тоже. Для мальчиков, могу сказать, для тех, кого интересует в ближайшую неделю, обратите внимание на девушку. Она, скорее всего, появится в вашем окружении, потому что я вижу здесь, не знаете вы ее, нет ее среди ваших знакомых. Это женщина старше 45,
темненькая, с темными глазами, очень нежная, чувственная, серьезная. Смотрите, если вы старше 45, то женщина будет вашей ровесницей, может быть на год старше или младше, вот тут нет большого разбега. Если вы младше 45, женщина однозначно будет старше вас. Но опять же, возраст это только цифра, это только число. Ну и каждый из вас сам выбирает. Вот ждет встреча с этой женщиной и, соответственно, знакомство с этой женщиной. Ну и, возможно, встреча тоже. Ну а дальше выбор, конечно же, ваш. Ну а в целом, мои дорогие рыбки, как для мальчиков, так и для девочек, ваша неделя. Никаких резких всплесков нет, никаких больших перемен нет, но прекрасная неделя для продвижения, для действий. Принимайте, наслаждайтесь. Вот такая неделя идет у стихии вода. Ну, посмотрим. Тут же еще зависит от того, как мы воспримем то, что нам предсказано, и как мы будем действовать в сторону предсказания. Все же зависит от нас. Ну что, общий совет. А вот общий совет, что вы на пути к победе, вы на пути к результатам, поэтому ни шага назад, вперед и только вперед. Не останавливайтесь на полпути и концентрируйтесь только на результате. Вот такой совет для стихии вода. Ну а сейчас загадывайте желание. И мы посмотрим, что же еще посоветуют нам карты. И, конечно же, что же произойдет с нашими желаниями. Надеюсь, вы, пока я выкладывала, загадали желание. Знаете, очень хорошо их визуализировать, чего вы хотите. Не получается. Я, например, аудиал. Я не визуал. Я научила себя визуализировать, но все равно для меня ближе мысли-формы. Это именно формулировка. У меня, я за рулем автомобиля, вот такого-то, такого-то, я, к примеру, сказала, я замужем за вот такого-то, такого-то мужчину, и описание мужчины, которого бы вы хотели рядом иметь. Ну, также это работает и для женщин. Ну, для мальчиков, чтобы привлечь женщину в свою жизнь. Также оно работает точно так же. Поэтому смотрите, некоторые могут, им легко дается визуализация, а некоторые могут использовать мысли-формы. Ну и не забывайте, что если мысли-формы, правильная формулировка. Ну давайте, раки, посмотрим, что у вас. Вас ждет счастливое будущее, поэтому, мои дорогие, ни в коем случае не расценивайте, если что-то будет не получаться, как провал. Наоборот, это было на благо вам. Это будет на благо вам. Мы же говорим о ближайшей неделе. Поэтому вперед и только вперед, и никаких страхов и разочарований. Вас ждет счастливое будущее, и ваше желание исполняется. Позитив. Это первое, эта карта значит, что желание исполняется. И следующая, эта карта говорит о том, что при любых переменах, при любых скачках концентрируйтесь на позитиве. И позитив будет превалировать в вашей жизни. Рыбы. Вас ждут счастливые перемены. Прекрасно. Ваше желание исполнится, и вас ждут перемены. Если не в ближайшую неделю, потому что в ближайшую неделю больше я вижу постоянства и улучшения, но такого нежного, медленного. И я как поняла, насколько я здесь вижу, вас ждут счастливые перемены. Принимайте, прекрасная неделя
у стихии вода. Я вас с этим поздравляю, но это ваша заслуга. Я вас поздравляю, потому что вы притянете все это. Ну, а на сегодня все. Желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, мира, всего самого-самого лучшего. Я люблю вас, мои дорогие. Увидимся очень скоро. Пока.